Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наш марафон. Сегодня у нас 6-я часть. Сегодня мы разберем еще несколько движений. Первое движение у нас будет направлено на трапециевидную мышцу. Здесь очень важно, чтобы мастер стоял к клиенту под углом, то есть к его плечевому суставу под углом 45 градусов. То есть получается к клиенту под углом 45 градусов, а к суставу под углом 90. И из этой позиции мы сможем с легкостью проработать трапециевидную мышцу. Берем две руки, кладем на клиента. С легкостью, легким движением ведем к шее. И здесь, в этой точке, уже начинаем прикладывать свой вес. Также переходя, как в предыдущих движениях, с пальцев на основание ладони. То есть, опять же, мы работаем всем телом. Из этой зоны нам очень комфортно, удобно работать. Мы прилагаем силу и как бы отталкиваем мышцу вниз, смещаем ее. Здесь мы можем тоже из этой зоны работать, но здесь будет не очень комфортно, то есть здесь приходится больше напрягаться мастеру, поэтому я выбираю для себя более комфортную, эргономичную позицию мастера и прорабатываем. Стараемся сдвигать мышцу вниз, и мы должны видеть, что наша лопатка, она тоже смещается, то есть мышца смещает верхний угол лопатки, и лопатка начинает двигаться. Это движение очень хорошо расслабляет. Вверх идем плавно, без давления, обнимаем мышцы шеи и уже внизу, около 7-го шейного позвонка, начинаем прикладывать силу и уходим вниз. Следующее движение – смещение мышцы в сторону. Встаем в другую позицию. То есть та нога, которая у нас к кушетке ближе, она находится дальше, назад. Та нога, которая дальше от кушетки, она упор приобретает и идет вперед. То есть она впереди. И из этой позиции мы уже держим спину прямо и стараемся мышцу смещать. Вот такое движение. Здесь нужно просто поближе. Вот такое движение. Пальчиками работаем. То есть рука у нас лежит свободно. У нас работают пальцы. Мышцу на себя отодвигаем. На себя. На себя. То есть здесь мы уходим с легкостью. Отодвигаем мышцы, уже прикладывая силу. Уходим с легкостью. Прикладываем силу. То есть чередуем силовое воздействие то одной рукой, то другой. То одной рукой, то другой. От шеи к плечевому суставу. И также выполняем это же движение с другой стороны. Как сделать переход? Делаем переход, от клиента руки не отрываем. И здесь еще покажу один вид перехода. Это будет третьим движением завершающим. То есть мы сделали движение, нам нужно перейти на другую сторону. Вот такой переход. Одной рукой смещаем лопатку вниз с давлением. И другой рукой делаем то же самое. И повторяем движение. Прикладываем силу. Опять же, нужно обратить внимание на стойку мастера, что мы работаем телом, что мы сгибаем ноги в коленах, суставах при работе. Спина у нас постоянно прямая. То есть при переходе мы успеваем сделать еще одно движение. Переходим на другую сторону. И повторяем то же самое движение. Встаем под углом 45 градусов к клиенту. И с другой стороны, от 7-го шейного позвонка, выполняем такие же движения. Пальчики и уходим на
заглаживание на основании ладони. Здесь можно с легкостью переместиться и смещаем мышцы пальцами на себя. То есть такой массаж будет более продуктивным, и за все, как бы общий массаж, за час, за все время массажа можно проработать хорошо, глубоко всю поверхность тела. За счет того, что мы не делаем мягких, легких переходов. В переходах мы используем тоже массажные глубокие движения. То есть мы ни на секунду не останавливаемся от глубокого воздействия, от глубокой проработки. Итак, это была 6-я часть нашего марафона. Друзья, подписывайтесь на нас, переходите по ссылке ниже. А кому интересно и кто живет в далеких-далеких странах, покупайте наши вебинары. А кто поближе, приходите к нам на обучение, на групповое. У нас мини-группы, 4 человека, поэтому обучение очень продуктивное. До встречи. Ставьте лайки.